Здравствуйте, друзья, меня зовут Искал, добро пожаловать на очередной неадекватный эксперимент в мире игры Hearts of Iron 4. Вернул я с Польши эту рубрику, сегодня я ее продолжаю. Вы все прекрасно знаете, что у меня есть созданный искусственный интеллект AI by Искал, который, кстати, выйдет скоро в открытую бету, сможет поиграть каждый. Мы там подтянули вообще сам геймплей, короче, все классно стало. Но сегодня не про это речь. Смотрите, что будет, если я устрою мир хаоса? Каким образом? Я попросил своих уважаемых мододелов, ребята, привет, если смотрите это видео, чтобы они сделали мне специально для роликов немножко другую версию AI by Искал. Агрессивность у всех стран на 1000%, да там такая агрессивность, что трудно представить. Они будут заключать совершенно странные союзы, будут вступать в совершенно странные войны, будут производить совершенно странное оборудование. То есть у нас может, по идее, знаете, как пойти история, так что Третий Рейх будет производить онли самолеты, а Великобритания пойдет производить танки, мотострелковые дивизии и прочее и так далее. Какая-нибудь Словакия, какая-нибудь Венгрия может вообще стать супер-пупер державой вместе с Ирландией на пару и заключить совместный союз. Короче, вот такой вот экспериментик нас сегодня ждет. Мне самому очень интересно посмотреть, что у нас выйдет, поэтому я очень надеюсь, что ты оценишь этот видеоролик своим лайком, комментарием и царской подписочкой. Спасибо тебе большое и приятного просмотра. Земля в иллюминаторе видна и снится нам Хочешь точно так же интересно воевать в Hearts of Iron 4, иметь все возможные механики и не только? Тогда позволь мне посоветовать тебе замечательный сервис по пополнению баланса в Steam – Battle Pass. Хочешь купить себе какую-нибудь новенькую игру в Steam, а ключи слишком дорогие, пополнить баланс негде? Тогда Battle Pass решит твою проблему. Этот замечательный сервис уже помог пополнить аккаунтов на 720 тысяч. Пополнить свой баланс очень просто на данном сервисе, смотри внимательно. По моей ссылочке в описании заходите на сам сайт. Вводим свой логин Steam. Очень важно отметить, что никакие авторизации и пароли вводить не нужно, за это огромный респект. Дальше пишешь сумму, на которую нужно тебе пополнить баланс, и выбирай любой способ оплаты. Тут есть все, от Киви до крипты. А по моему личному промокоду, который ты видишь прямо на экране, Искал, ты получишь неплохую скидку на первое пополнение. Этим нужно обязательно пользоваться. Если вдруг у тебя возникнут вопросы, то в Battle Pass работает круглосуточная поддержка, которая поможет быстро разобраться в любом вопросе. Кроме того, что можно пополнить баланс со Steam, на Battle Pass можно купить валюту для таких игр, как Genshin, Roblox, PUBG, Apex и много других игр. Либо же закинуть деньги на Blizzard, Xbox, либо PSN. Выбирай, что тебе нужно, и пользуйся на здоровье. Пополняй свой баланс через Battle Pass и покупай любимые дополнения и любимые игры. Жду тебя в новом дополнении по Hearts of Iron 4. Ссылка на Battle Pass закреплена в комментарии в описании. Используй промокод Искал. Ну что же, давайте будем потихонечку начинать смотреть, потому что поначалу, конечно же, в нашем мире ничего интересного происходить не может. Ну вот если что, мне остается наблюдать за вами за историей Эфиопии, как она тут борется с Италией. Кроме того, я хочу еще сказать, что интересно будет понаблюдать за таким миром, потому что... А почему? А потому что это все-таки неадекватный эксперимент, и что-то уникальное по Хойке наконец-таки выходит у меня на канале. Я надеюсь, вам нравятся такие ролики. Знаете, вот мне кажется, что такие ролики, они освежают Хойку, они дают ей что-то новое. То есть вот спасают Хойку моды, новые дополнения и мои ролики. Будем смотреть, как будет развиваться мир. Давайте сейчас переключимся с вами на Эфиопию. Посмотрим, чем у нас занимается Аддис Абебовый король. Аддис Абебовый король пытается держать оборону, но не сильно у него это получается. А что тут итальянцы? Итальянцы оставили здесь такие бреши в обороне. Аусу смогли захватить наши эфиопы, воспользовались моментом, когда султанат Ауса перешел под контроль Италии. Смотрим, наблюдаем, верим в эфиопское самодержавие. Третий Рейх. Чем у нас занимается великогерманский Третий Рейх? Давайте посмотрим. О, Рейнская область. Молодец. Хотя бы Гитлера не свергает, потому что я убрал исторический фокус, потому что в этом мире нам исторический фокус с вами не нужен, скажем так. Поэтому такие вот дела. Пока у нас никакие интересные события не будут вначале происходить, так что не волнуйтесь на этот счет, я ничего не упустил. Но вот, например, у нас товарищ Сталин пошел на левую позицию, я немножко его остановлю в этом пути. Давайте пойдем с вами на центр, товарищ Сталин. Не нужна вам эта левая позиция, поверьте мне, вы и так хорошо справляетесь сами. Я не хочу, чтобы у нас Советский Союз, как всегда в нашем эксперименте, погряз в гражданскую войну. Поэтому я влезу, сделаю такое вот маленькое изменение. Хорошо. Эфиопия. О, смотрите, Эфиопия даже где-то пробилась. Нифига себе. Ну, держит она оборону, справляется неплохо. Но, правда, здесь дивизии настолько слабые, что их отсюда выгонят. Ну, они пытались, по крайней мере. Блин, вот Саудовская Аравия мне всегда так нравится. Блин, у нее столько нефти, но, правда, этой нефти нигде нету. Наверное, еще не открыли месторождения богатые. Да хоть в одном регионе нефть-то должна быть, но ё-моё. Во, 4 нефти. Нормально, да? Что мы еще глянем? Давайте посмотрим, наверное,
на какую-нибудь скандинавскую страну. Как вы знаете, скандинавские страны скоро в новом дополнении будут, уже, наверное, завтра будет ролик у меня по новому дополнению Hearts of Iron 4, если все будет правильно, если этот ролик выйдет сегодня. Когда должен выйти, тогда он и выйдет. Норвегия у нас занимается самобичеванием. Что у нас делает Швеция? Так, это что за высадка? Куда она? В Хельсинки. А зачем? Смотрим. Государство Финляндия оправдывает цели войны против государства Швеция. Лапландию хотят забрать они у Швеции. А где Лапландия вообще находится? О, вот она Лапландия, смотрите. Ну, я бы тоже забрал этот регион, но он очень богатый по ресурсам, да и по населению. Больше, чем, например, тот же самый Лапи. Ладно, хорошо, посмотрим, чем кончится эта вот война, которая у нас собирается начаться уже в скором времени в Скандинавии. Мне кажется, что Швеция в этой войне выйдет победителем, если, конечно, Финляндия не поможет. Может высшая сила. Это я не про себя, это я про какую-то мажорную страну, если что. Как у нас с вами поживают мини-балты. А мини-балты у нас потихонечку развиваются и вроде ни с кем воевать не собираются, никого не нападают. Так, а это что такое? Так, Советский Союз оправдывает цель войны против Польши, Советский Союз оправдывает войну против Афганистана. Что? Афганистан оправдывает цель войны против Советского Союза, Сталинабату Советского Союза. Афган, ты что-то там попутал, что ли? Какой Афган? А у него даже дивизии не хватает полностью фронт закрыть. Да он не нападет на Советский Союз, и Ишка ему это не позволит сделать. Он же слабее этого Советского Союза в 1000-1,5 раза. Да, дела. Ну, посмотрим. На Ирландию, наверное, по-любому уже Великобритания точит зуб. Великобритания точит зуб у нас на Францию. Причем осталось там совсем мало, и на Францию нападут. Нифига себе. Но она очень долго точить зуб будет, Франция, на Швейцарию. Чтобы ее захватить, придется очень долго ждать. Ну, прямо очень долго ждать. Так, мы можем с вами посмотреть, как у нас просто моментально изменяется мировая напряженность. Что? Это начинаются у нас благодаря нашей Ишке разные войны. Смотрите, как напряженность просто растет с каждым днем. Планета взрывается и продолжает взрываться. Спасибо большое нашей Ишечке за это. Мировая напряженность уже 90%, это значит, что какие-то у нас войны продолжают оправдываться, какие-то войны начинаются. И еще самое интересное, что у нас будут формироваться странные союзы, которые не должны будут сформироваться вообще в реальности. То есть, прикиньте, Третий Рейх воюет с Великобританией какой-нибудь, допустим, а у нее в союзниках Бельгия. И Бельгия такая, а не пойти-ка ли мне к Третьему Рейху? Уступает в альянс к Третьему Рейху, когда там уже почти битва за Брюссель была выиграна немецкими войсками. И таким образом страна выживает. 100% мировая напряженность у нас уже, ребят, с вами, и это только 1936 год. Японский сёгунат объявляет войну государству Китай, как уже в 1936 году, нифига себе, и чё это, и чё из этого получится? У Японии как бы нету войск, у Японии нету промышленности, чтобы захватить сейчас Китай. Но у Китая есть очень хорошая черта под названием тупизм, поэтому они тупо на вынужденной атаке пробиваются на позиции японских подразделений. Божечки ты мой. Ну посмотрим, что получится. У Японии, конечно же, превосходство во флоте, превосходство в авиации. Тут везде летают самолетики, вертолетики, везде плавают подводные лодки. То есть вот первая война у нас с вами началась. Начинается гражданская война у нас с вами в Испании. Югославия объявляет войну государству королевству Венгрия. Турция объявляет войну государству Ирак. Советский Союз объявляет войну государству Польша. Румыния, Болгария, Мексику, Соединенные Штаты Америки на Мексику напали, а Третий Рейх объявил войну Бельгии. Вот это нифига себе. Ну давайте сейчас, наверное, посмотрим, что будет происходить. Расширение армии, фокус национального Японии пропущен. А что происходит? А происходит высадка. Немцы сразу высадку полетели делают. В Гент они пробиваются также на своих основных границах. Но это поражение для Бельгии, хочу вам сказать. Что у нас происходит с вами в Югославии? Югославия у нас напала на Венгрию. Венгрия пока что держится. Венгрия держится, но тут уже пробиваются ее малочисленные дивизии. Скорее всего, в этой битве дерьма между одной дерьмовой армией и другой дерьмовой армией победит Югославия. Тем временем у нас же война еще и в Румынии началась, но тут легкая победа для Румынии над обессиленными, слабейшими дивизиями Болгарии. Неплохо. Финляндия объявляет войну Швеции, кстати, наконец-таки они напали на Швецию. Но давайте посмотрим, что там у Советского Союза происходит. А Советский Союз делает свой мини-блицкриг. Зачем дожидаться пакта Молотова-Риббентропа? Зачем нам Восточная Польша, если можно захватить Данциг и забрать всю Польшу в принципе? Поддерживаю Советский Союз. Советский Союз очень хорошо пробивается. Прямо замечательно. Турция без проблем расправляется с Ираком. Турция поначалу... Опа, нифига себе. К сожалению, могу констатировать тот факт, что польские дивизии, скорее всего, проиграют в этой затяжной контрмясорубке. Что у нас там в Финляндии происходит? Франция присоединяется к альянсу династии Бернадотов. Югославия присоединяется к альянсу союзников.
союзники, вот о чем я говорил. На Францию, кстати, пошли высаживаться британские подразделения. Началась новая англо-французская война. Боже, что происходит? Что происходит? Я не понимаю. Я уже совсем ничего не понимаю. Ну, Франция, я так понял, укрепила свои порты и будет просто жить. Хорошо. А что у нас еще произошло? Я уже не помню. Югославия там к союзникам присоединилась. Да, Югославия теперь у нас воюет против Швеции, Венгрии и Франции. Сама Венгрия присоединилась к альянсу Швеции и Франции. Латвия там объявляет войну на Латвийской Народной Республике. Вот такие вот у нас, ребята, с вами происходят решафлы во всем мире. И где-то маленькая гражданская война в Испании идет. Посмотрим на войну между французами и Финляндией. Что? Я удивлен, но финны как-то пробивают шведов. У шведов даже армия вроде сильнее финской. А почему? Потому что у нас шведы решили укрепить границу с Норвегией. А это значит, либо Норвегия... Да, Норвегия оправдывает цель войны против Швеции. Хорошо. Дания там, наверное, тоже цель войны против Швеции оправдывает. Дания оправдывает цель войны против Третьего Рейха. И Третий Рейх в ответку пошел оправдывать цель войны. Боже, Дания, мне жалко тебя. Ты совершаешь ошибку. Я понимаю, что это мир хаоса, но не настолько же. Так, Третий Рейх у нас потихонечку... Ой, извините. Советский Союз у нас потихонечку захватывает с вами Варшаву. Он уже тут, нифига, он тут червячков запускает. И Ишка хорошо работает. Классно, молодец. Вот сейчас он на прорыве пошел и вот такие вот мини-окружения кольца сформировал. Греция объявляет войну Албании, и Греция вступает в альянс Коминтерн. И что это происходит? Давайте смотреть. В Коминтерн теперь входит Народно-демократическая республика Эфиопия и Греция и всякие там марионетки Советского Союза. А это значит, Эфиопия у нас до сих пор жива, что удивительно. Нифига тут, что происходит? Там, короче, греки пробиваются на территорию Албании и захватывают Албанию. И все, Албания пала. А там, кстати, у нас болгарцы с вами устроили вынужденную оборону. Давайте посмотрим, как у них эта оборона проходит. Правда, пока что потери все равно больше у Болгарии, но румыны тут очень сильно упарываются, и болгары даже выигрывают битву за Пловдив. Самая миротворческая страна в этом мире — это Чехословакия, судя по всему. Там Франция высадилась. Франция высадилась на территорию Британии. Что происходит? Вот вы можете себе представить, чтобы Франция как-то смогла высадиться на территорию Британии? Жесть. Какая же жесть. Что-то в Британии пошло не так. Французские дивизии пошли разгуливаться по территории Британии. Британия это вообще не ожидает. Тут одна дивизия лондонцев в шоке такая. Что происходит? Что это такое? Надо Франции захватывать Лондон, и тогда все удастся, все будет хорошо. Тем временем Польша встала вот в такую вот оборону. Держится, она пытается держаться против Советского Союза, но против Советского Союза трудновато держаться. Я понимаю. Польская Советская Социалистическая Республика стала марионеткой. Белорусская ССР и Украинская СССР. Красиво, красиво, согласен. Что у нас там дальше происходит? Давайте смотреть. Советский Союз пришел на помощь против обычной Латвии, которая без альянса, кстати, воюет. Как-то это нечестно выглядит, ну да ладно. Там, кстати, до сих пор Болгария держится. Болгария просто укрепрайончик такой сообразила. Если бы она еще ротацию, ну тут даже ротация не поможет. А Албания что? Потому что, наверное, сработал ивент, и Северный Эпир отдался Греции, как Греция того и хотела. Франция выигрывает войну в Африке. Ну как выигрывает? Дания объявляет войну Третьему Рейху. Дания объявила войну Третьему Рейху. Ужас. За Третьему Рейху тут просто кулачки, вот такие конные бригады, они просто сносят вражеские данские подразделения. От былого величия Дании осталось ничего. Ну, это, конечно же, победа для Третьего Рейха, причем очень быстрая, очень легкая. Что там Третий Рейх у нас еще делает? Третий Рейх у нас готовится воевать. О, нифига себе, Третий Рейх у нас готовится воевать с вами против Нидерландов. Вот почему он сосредоточил такую огромную армию. Смотрите, Гитлер у нас совсем по другому пути пошел. Он пошел сначала делать обход линии Мажино. Зачем это Польша, зачем это Чехословакия, зачем Австрия? Если можно сразу захватить Бенилюкс, если что, вынести Францию в одну калитку. Я полностью с тобой солидарен. Так, Советский Союз объявляет войну Румынии, а вот это, кстати, нифига себе поворот. Советский Союз напал своими усиленными дивизиями на румынские подразделения, и это, скорее всего, победа будет для Советского Союза. Чехословакия вступается за Румынию. За Румынию, наверное, еще вступается Югославия, да? Или Венгрия. Кто-то, да, Венгрия вступилась за Румынию. А при чем тут... они Чешскую Антанту сформировали. Ну, слушайте, это легкая победа для Советского Союза, как я думаю. Советский Союз сейчас скушает и Румынию, и скушает Чехословакию. В принципе, для Советского Союза это будет неплохой вот такой вот вариант развития. Так, что у нас с вами еще происходит? Я вижу, тут на Синьцзянь готовится наступление Советского Союза. А там Третий Рейх напал на Нидерланды, и сейчас Синьцзянь. Куда смотреть за Синьцзянем или за Нидерландами? Давайте за Нидерландами. Я хочу посмотреть, как это произойдет. Я хочу посмотреть на унижение голландских подразделений. Я хочу посмотреть
посмотреть, насколько Голландия слаба. Я хочу посмотреть, как ее просто разорвут на мелкие части. Короче, немецкие войска уже нанесли потери в размере 4000 Голландии. За один день они ее не захватили, как обычно я ее захватываю, но, видите, справляются. Там Соединенные Штаты Америки эмбарго вели против Третьего Рейха. Да, сильно. Вот эмбарго точно поможет. Голландия пала, и Третий Рейх стал еще сильнее, еще богаче. И против кого ты там следующего нападаешь? Пока не против кого. Фига он там марионеток себе понаделал. Империя Нидерландских, Антильских островов. Совет Юный, он продолжает пробиваться на территорию своего противника. Делает это наш грузинский друг очень легко. Там у нас Италия напала на Австрию. Решила у нас Италия под шумок забрать Австрию. Что там у нас французские дивизии делают в Женеве? Это что за бред? Куда вы там? А что, не в одном альянсе или что? Нет, не в одном альянсе. А что это такое происходит? Франция еще войну между Советским Союзом вступила. Ё-моё. А на Финляндию уже чешет зуб Советский Союз. Сейчас Советский Союз будет воевать против всей Европы, за исключением Третьего Рейха, как неудивительно. Мир альтернативщины. Ура. Как я и говорил, Советский Союз без проблем пробивает вражеские подразделения возле Галаца. Видите, что творит? Просто разрывает своего врага. Но тут, наверное, уже Бухарест будет под Советским Союзом, и потихонечку в горах Чехии тоже происходит прорыв. Ну, советские войска, конечно, лучше всего пробиваются вот здесь. Они деоккупируют, смотрите, Болгарию, освобождают Болгарию. Сюда и Польша приплыла. Тут где-то и дивизии Ковеля бродят, и где-то белорусские дивизии бродят. Короче, нормально. Далее, что это такое? Линз захватила. А, Чехословакия в какой-то альянс? С кем ты в альянсе? Почему ты захватила Линз? Это что за помощь Италии? Ребят, объясните, не понимаю, почему у нас тут Чехия? А, потому что Австрия в Коминтерн вступилась. Вот почему. Но почему эти территории Италии отходит, если Италия не с вами в альянсе? Хотя надо бы Италию в свой альянс позвать-то, как бы на минуточку вы воюете против огромного Советского Союза. Турция, кстати, после того, как закончила с Ираком, как-то иностранно закончила с Ираком, типа, заберу-ка я у Ирака Масул, Багдад не буду захватывать. Зачем мне Багдад, где есть нефть? Ё-моё, вы посмотрите, что тут в Европе творится, это же вообще ужас. Кстати, Болгария там у нас при помощи Советского Союза захватила на минуточку Бухарест, и это, скорее всего, капитуляция Румынии. Вот так вот Болгарию спасли коммунисты. Там у нас произошла интереснейшая высадка. Все-таки у нас с вами высадились британцы. Высадились они на территорию Франции через Шербург. А у нас тем временем Италия потихонечку захватывает Югославию, которая вошла в союзники. Италия сейчас еще и с союзниками воюет. Вглубь нашей родины идет фашистский марш. Ёпарный театр, что только у нас не происходит. Ё-моё, какие-то у нас интересные вещи начали происходить. Третий Рейх просто напал у нас на Францию. Так, мировая напряженность уже далеко улетела за 100%. Давайте посмотрим за Третьим Рейхом. Что он делает? Ну, он просто разрывает французские подразделения. Так, это что у нас такое? Это что у нас такое? Монголия запрашивает призыв к оружию? Стопе! Божечки ты мой, это произошло в нашем эксперименте. Охренеть, просто можно охренеть. Соединенные Штаты становятся лидером альянса союзники. Вот что у нас произошло. Нормально. Там, кстати, Ирландия захватывает британский Белфаст. И британцы ничего с этим поделать не могут. Вот такие вот у нас с вами решения происходят. А, Эфиопия, кстати, прогнала Италию. Италия решила отыграться. Нормально, Италия, одобряю. Какие-то у нас все войны новые начинаются. Что у нас происходит? Короче, Советский Союз. Что такое? Британская империя под руководством Мосли у нас восстала и захватывает саму Великобританию. Причем она без альянса. Воюет со всем альянсом союзники. Нифига себе, кстати, это победа фашистской Британии. Фига-то в Советский Союз высадку замутил. Просто в Стокгольм кучу мужиков привели и просто захватили половину в Швеции. Нормально, кстати, я одобряю Советский Союз. Смотрите, что он у нас как грамотно действует. Он уже сделал себе советскую Румынию, сделал вот украинскую СССР в Одессе или где это? В Молдавии, точнее. Саму Молдавию сделал. Он вернул Болгарию, сделал советскую Чехословакию, сейчас делают советскую Венгрию, делает себе советскую Югославию. Короче, все будет тип-топ у нашего Советского Союза. Ну, посмотрите просто на количество марионеток уже у Советского Союза, его марионетки становятся все больше и больше. Венгрия
этом, кстати, капитулировал. А что у нас происходит в Третьем Рейхе? Давайте смотреть. Третий Рейх при помощи советских дивизий, блин, как же странно это наблюдать. Советские танки и немецкие танки вместе движутся атаковать Францию. Франция капитулировала, и вот так она капитулировала. Но это ничего страшного, потому что из одной войны сразу в другую войну. Знаете, что мне нравится? Мне нравится Люксембург. Просто чилит в центре Европы. Его никто не трогает, он никому не нужен. Он просто чилит. Так, у нас там свободная Франция высадилась. Почему свободная Франция, если это американцы высадились, я не знаю. А может захватить и вот эту вот территорию британцы, Мосли, а? Кстати, Мосли, ты кому присоединился? Ты пока никому не присоединился, но ты дружишь. Нифига, он дружит с фашистскими странами, да. Посмотрите на эту красоту. У Советского Союза вся Европа, считайте, его друзьяшки, либо марионетки. Так еще и в Африке, еще и в Индонезии. Слушайте, этот мир определенно мне нравится. За это мы и любим Хойку, за это мы и любим такие вот видеоролики, потому что это интересно. Видите, как у нас история повернулась? Сейчас история повернулась так, что Италия вот воюет против Третьего Рейха, да, воюет против своих друзьяшек когда-то. Вступила в альянс династии этой кранты уже пришла с того момента, как Советский Союз напал на Румынию. Соединенные Штаты Америки что у нас делают? Ничего не делают. Фашистская Литва объявляет войну простой Литве. Смотрите, у нас фашистская Литва специально восстала, чтобы ее не сожрали, чтобы она в альянс Каси вошла. Я и тебя прочитал, братишка, я тебя прочитал, я понял, что ты хочешь сделать. По фабрикам. Советский Союз и Третий Рейх, ну, плюс-минус одинаковое количество. По потерям Советский Союз, по дивизиям Советский Союз, по вкладу в войну Советский Союз. У меня все зависло, ребят. Когда все зависает, это что-то страшное происходит. А что произошло? А я не понял, что произошло. Это что такое? У нас все страны мира напали на африканские страны. Я думаю, Советский Союз там начал какую-то гражданскую войну у себя, как всегда. А тут у нас в Эфиопии произошел кек какой-то максимальных масштабов. Анархо-коммунистический союз Африки у нас появился, который входит в альянс Коминтерн. И он тут воюет с кем-то. О, вот это нифига себе. Давайте смотреть на мировое устройство после мирной конференции. Во-первых, появилась Франция. Появилась просто Франция, которая у нас появилась. Что? Еще одна Франция? Ладно, вот такая вот еще одна Франция у нас появилась, при том, что у нас есть свободная Франция, которая где хрен его знает, я ее не вижу. У нас освободилась Сирия как независимое государство, Греческая республика у нас завладела кусочком в Югославии. Советский Союз решил к своим рукам прибрать полностью всю Югославию. Зачем нам здесь марионетка? У нас и так до хера марионеток, пускай у нас здесь будет и Советский Союз. А здесь у нас будет что? Правильно, Советская Италия с промышленностью неплохой. Советская Чехословакия, Советская Венгрия, Советская Румыния, Болгария Советская тоже, Греческая республика, Коминтернская, ну и всякие типа Молдавии новенькие. Также у нас появилась Советская Швеция, а внутри этой Советской Швеции кусочек агрессивной Норвегии. У нас Советская Италия высадилась в Норвегию, я окончательно потерял нить истории, что у нас здесь происходит. У нас здесь, чтобы вы понимали, друзья мои, я вам сейчас скажу. Третий Рейх отжал себе Судетскую область без фокуса Судетская область. И у нас до сих пор гражданская война в Испании идет. Все, это клиника. Что там у нас Япония? Япония, кстати, захватывает Китай. Вот как надо было Японии действовать. Надо было сразу в 36-м напасть на Китай и разорвать. Вот такой вот у нас, ребят, с вами чудный мир. У нас сформировался с вами просто огромнейший альянс Коминтерна. Вот такие вот союзники. Сами смотрите, я думаю, вам все тут уже очевидно. Тут у нас Британская империя, которая еще не определилась, кому она хочет принадлежать. Кстати, Британская империя пошла захватывать Соединенное Королевство. Белфаст опять под Британией был на минуточку. О, нифига себе, а что Британская империя? Не, она ни в какой альянс не присоединилась пока что. Мне знаете, что больше интересно? Почему Третий Рейх сформировал ось и соединился в Коминтерн? В Коминтерн входит вот такое вот количество государств. Сами видите, их просто дохерища. Ну и давайте, наверное, подводить итоги, потому что я думаю, хорош с нас этой вакханалии. Нам и так все понятно, более-менее, в принципе. Вот сейчас еще Иран станет советским. Вся Европа у нас стала советско-германской. Причем Советский Союз тут в большей степени владеет всем миром, чем Германия. Германия тут вся кусочек
Франция просто отжала, а все остальное у нас за Советским Союзом. За исключением Бенилюкса и Дании. Кстати, вот удивительный факт, Советский Союз не воюет с союзниками. Ну как, воюет с союзниками, но Финляндия не вступается в войну против союзников, значит, ИИшка работает. Понимаешь, что если вступится, ее разорвут на несколько маленьких кусочков со всех сторон. Кстати, у нас тут Коминтерн сделал себе... это Третий Рейх себе получил наконец-таки колонии в Африке. Поздравляем! Если вы хотите больше таких интереснейших экспериментов в мире игры Hearts of Iron 4, чтобы я делал, смотрел, изучал и вместе с вами удивляли шизе или наоборот хаяли эту шизу, то лайк, подписка и колокольчик. Спасибо за просмотр, дружище. Удачи и до скорых роликов.